И привет всем! Сегодня будет разбор аккаунта нашего соклановца под ником BlackXMat. Сегодня будет разбор военной части, экономическая часть. Я выпускал видео совсем недавно, обязательно его посмотрите. И приступим сразу к делу. Так, сначала посмотрим, быстренько бегаем взглядом, что здесь по рабочим. Все хорошо. Ты можешь удалить вот этого рабочего, который на орлы. Они самые бесполезные, там на несколько секунд всего лишь увеличивает скорость разведки. И прокачать, допустим, вот этого рабочего, который тебя исследует. В том числе и дубль тебе не нужен. Всего лишь один нужен исследователь, его тоже можно продать и улучшить исследователя. Так у тебя будет намного выгоднее и больше исследовать по времени, если бы они будут прокачаны. В первую очередь исследователь, во вторую очередь строитель. Когда исследователя до максимума прокачаешь, можешь переходить к строителю. Также вот эти строители, которые собирают чисто, они тоже бесполезны, они просто быстрее собирают, их тоже можно уволить и добавить звездам основным своим строителям, исследователям, которые будут приносить больше намного пользы. Так, дальше. По военной части я тебе разобрал немного за кадром. Сейчас буду объяснять, что я разбирал. Так, исследования. Тут, как и договаривались, качаешь до конца, то можно исследование, строительство и потом основную экономику, пока не перейдешь на 22-ю ратушу. Как только у тебя будет зал вождя, точнее, когда у тебя будет полностью все прокачанные до 25 уровня здания, а именно это нужно, чтобы открыть Т5 войска, Т6 точнее, у тебя Т5 открыты, не открыто только несколько. Т6 открывается только когда все здания будут 25 уровня. Потихоньку прокачивай здания, качай экономику, и когда уже ты прокачаешь все здания, тогда уже можно переходить на военную часть экономики, военную часть технологий. Ну, конечно, если ты раньше прокачаешь экономику, то можешь и раньше переходить на военную. Так, по героям. Пойдем по героям. Я собрал тебе 3 отряда. Танковый отряд, который будет именно первый вступать в бой, чтобы на него все атаковали, потому что его задача не атаковать. Задача этого отряда именно держать на себе войска. Как можно больше. Чтобы другие войска у тебя не умирали, другие отряды, и наносили максимальный урон. Такой отряд будет Лэрд, и с ним будет стоять Вудер. Объясню почему. Лэрд и Вудер, они дают щиты, от которого атаки становятся меньше. Обязательно, что я тебе порекомендую, так это в первую очередь у Вудера прокачать на максимум его звезды и прокачать на максимум вот эти 2 умения. Когда они будут до 10, вот эти 2 умения, и будут звезды прокачаны на 6, тогда тебе откроется дополнительное пробуждение, которое усилит твой основное умение. Вот, как видишь, щит будет намного сильнее, и урон будет тоже больше. Также и с Лэрдом. Первые 2 умения до 10, ну и звезды ему по максимуму, тогда ему тоже откроется его пробуждение. Только так открываются пробуждения, и тогда считается, что герой максимально раскрыт и максимально силен. Первое умение Лэрда, оно наносит урон.
не более чем 3 врагам. До пробуждения оно будет 800 единиц урона наносить целям до 3 целям в пределах дуги, то есть перед собой веером. И увеличивает атаку пикинеров. Понятно, значит, на этот отряд нужны войска только пикинеры. Ни пехота, ни луки сюда ставишь, только пикинеров. После пробуждения урон будет уже намного больше, 1400. Тоже также в круговом, а уже в круговом радиусе, уже не в пределах дуги, а по кругу, вокруг себя. Почему и хороший этот отряд будет как танковый, потому что чем больше вокруг тебя бьют, тем больше урона они получат в ответ. И увеличивает атаку пикинеров на 20%, что тоже очень большой буст на 3 секунды. Второе умение — это самое важное для защиты, для твоего танкового отряда. Потому что когда развернутые войска контратакуют, то есть когда вражеские отряды его бьют, а в ответ получают урон, то есть контратака, есть шанс 20% нанести прямой урон один раз. Урона мало будет, но урон имеет шанс 50% надеть щит войскам. Щит на 2 секунды. Щит нормально вроде дает. 400 вроде бы или 500 даже единиц. То будет хорошо на 2 секунды. То есть каждую секунду, когда ты контратакуешь, у тебя есть 20% шанс, что у тебя получит, то он нанесет урон, и 50% шанс, что тебе оденется щит. То есть урон будет понижен. Вот на вот это вот процент, на вот эти вот единицы, на 2 секунды. 2 секунды мало, но каждую секунду оно срабатывает часто. И почему с ним лучше поставить Вудера? Потому что они друг друга дополняют тем, что у Вудера первое умение, что когда он наносит свое активное умение, то есть набирает 1000 ярости, он наносит урон, мало урона, он наносит всего лишь 300 единиц урона 3 целям по дуге, тоже веером перед собой, и дает атакующему щит, то есть атакующему это тебе, твоему отряду, длительности 3 секунды, щит 500. У Лерда щит меньше. А в пробужденном состоянии щит будет уже 700. Получается такая история, что когда ты вступаешь этим отрядом в бой, первое умение, когда срабатывает, дает щит на 3 секунды от Вудера, и потом, пока эти умения опять восстанавливаются и набирается ярость, будет срабатывать второе умение Лерда, которое тоже дает щиты. То есть будет много щитов, а значит будет больше живучий отряд. Также это не вся прелесть этого отряда. Второе умение отряда у Вудера — это каждый раз, когда цель получает урон от активного умения, то есть каждый раз, когда враг использует свое вот это вот первое умение, там раз в 5, раз в 10 секунд оно используется. Так. Урон от контратаки увеличивается он вроде бы до 100 будет увеличивать в конце. На 2 секунды. С этим у тебя нету умений, которые бы это увеличивались, но когда ты выбьешь умение, я тебе поставлю более, так сказать, лучшие умения на этот счет. Есть именно идеальное для этого отряда умения, которые подходят. Пока поставил то, из чего у тебя, что у тебя есть. Так что обязательно твоя задача — это прокачать Вудера на 6 звезд. Умения, никакие вот эти вторые пока не нужно качать. Сначала прокачиваешь всегда у героев первые их 2 умения. Первое у Вудера, второе у Лерда. Дальше по талантам. Чем еще хорош этот отряд, это то, что первый талант увеличивает щит развернутых войск на 25%. То есть каждый щит, который будет активироваться от Вудера, от Лерда, он будет еще плюс к 25% будет больше. То есть 710 умножить там на 25%. Второе умение, оно
базовая для всех золотых, как и 4 и 5. Это здоровье, атака, защита, все это по 10%. Этот талант. Когда развернутые войска подвергаются базовой атаке, то есть когда каждую секунду вас бьют обычным ударом, ну, когда обмениваетесь ударом, есть 20% шанс нанести прямой урон. Ну, просто будет наносить урон 600, каждую секунду есть вероятность 20%, что он будет нанесен. И также последнее, тоже очень хороший талант, уменьшает урон от базовой атаки, получаемой размещенными, то есть вашими войсками. На 12, это пока что, когда он будет прокачан на 5 из 5, то будет больше. И увеличивает урон контратаки на 12, тоже будет больше, видишь. Здесь увеличивает урон от контратаки, и Вудер своим вторым умением увеличивает урон от контратаки. Соответственно, если добавить к ним умение, которое тоже увеличивает контратаки, отражатель щита, который как раз таки будет работать под щитом, а у Вудера и Элэрда много щитов. И плюс еще контратака, это будет прям хорошая, синергичная и взаимодействующая боевая машина. Так, перейдем к Вудеру также. Ему по талантам. Его первый талант тоже увеличивает щит развернутых войск на 15%, то есть не 25, а 15. А я еще... Это никак не проверить, складируются они друг с другом или нет, эти проценты, но будем думать, что да. Это никак не проверить, никто это не проверял и не проверит. Когда ваши первые умения, второе умение, третье и четвертое, оно базовое для фиолетовых, оно будет повышать на 4-5, увеличивает атаку развернутым пикинером. Лэр тоже дает пикинерам, то есть этому отряду нужны пикинеры. Также, когда ваши развернутые войска наносят контратаки, то есть когда они отвечают на атаку, существует 20% шанс нанести дополнительный урон. Ну, тоже будет с 20% шансом наносить урон там каждую секунду. И последнее, его талант, это когда развернутые войска получают урон от активных навыков, то есть первое, которое набирается за счет ярости. Есть шанс 50% нанести прямой урон один раз, урон 300 цели. Но урон будет больше, конечно же. Развернутые войска, да. Также по талантам. Это танковый отряд. Я не буду тебе их сбрасывать, ты сбросишь сам. Я тебе объясню, что делает танковый отряд. Это его основная задача держать, то есть ему нужно больше защиты. А значит, им не нужна ни атака пикинеров, ни атака войск, ни скорость хода. Эти очки ограничены уровнем максимальным, то есть 60 уровень, 59 очков. Выбирай обязательно это защита пикинеров, выживаемость пикинеров, то есть защита здоровья. Также общая защита войск и общая защита и общее здоровье войск. Только все на защиту и здоровье, чтобы максимально был живучий отряд. Ну и помимо этого, когда уже все ты выберешь отсюда именно на защиту и здоровье, у тебя останутся немного очки, их можешь вложить в атаку пикинеров. Вот такой отряд. По ихним снаряжениям. Отряду нужно снаряжение на пикинеров, потому что ты будешь ходить только пикинерами. Я тебе выбрал в кузнице. Сейчас покажу. Выбрал в кузнице снаряжение. Они будут в избранном. Вот. Нажимаешь сюда, и они будут в избранном. Первое. Это сапоги крипты, монолитный щит, топор ярости и отравленный доспех. Это на пехоту. Это я потом тебе расскажу дальше по твоим другим отрядам. Так, а здесь почему-то не сделано. Ну ладно. Первое, что нужно пикинерам из оружия, это молот из бивня. Он будет давать тебе на золотом
Ну, до золотого, конечно, долго доходить, но все же мы будем отталкиваться от максимальных показателей. Они будут и на средних лучше других, и на синем он будет лучше, чем другие аналогичное снаряжение на пикинеров. Но оно будет давать увеличение атаки пикинеров на 13%, увеличение защиты пикинеров на 7,5%, что очень хорошо. Так, буду тебе сейчас, значит, раз оно не сохранилось здесь, буду тебе отсюда сам сейчас выбирать на пикинеров. Так, выбрать, отменить, пикинеры. Так, насчет шапки. Снаряжение нужно только монстров. Так, вроде бы есть, только почему-то в избранном нету. Или есть? На пикинеров есть, ладно. Здесь фильтр работает, поэтому и не было твоих снаряжений. Здесь выбрано для всех. Вот, молот из бивня первый. Дальше на пикинеров это шапка дикаря, которая будет увеличивать защиту пикинеров на 10% и здоровье пикинеров на 1,75. Это самая лучшая в своем роде шапка для пикинеров. Также вот такой вот доспех. Тоже он в своем роде лучший, который будет увеличивать выживаемость пикинеров ОЗ на 5%. Увеличение скорость марша это бонус будет. И поножи потрошителя, который будет увеличивать атаку пикинеров на 13,25%. Вот эти вот снаряжения у тебя должны стоять на вудере. Прокачаешь их, сюда поставишь. И на лерде. По талантам, то есть не по умениям, которым я поставил. Это поддержка щита из того, что у тебя было. Раз это танковый отряд, то ему нужен еще щит. Чем больше щитов, тем больше увеличения от талантов, сам понимаешь. Каждые 9 секунд помимо этого, вот этот талант дает еще щит. В размере, ну, когда он будет прокачан, будет больше давать. Он будет тебе давать 450, при максимальных звездах 750, ну, как вудер своим умением, на 2 секунды. Тоже очень хорошо. И когда у вас меньше войск, то есть вашего отряда, чем у цели, эффект вашего щита вообще увеличивается до 1000. То есть не 750, а 1000 будет. На 10 уровне будет 600. Так. Также я поставил тебе бешенство сюда, лерду. Оно не важно, у кого стоит у вудера или лерда. Это все временно, но самое из того, что у тебя есть, я поставил. Это бешенство. Когда развернутые войска совершают базовую атаку, когда ты атакуешь, а ты первым делом идешь в бой против отрядов именно этим отрядом, чтобы именно этот отряд все били, а твой второй, третий отряд, которые у тебя будут рядом, они потом вступают в бой и бьют сбоку. Они получают так меньше урона, во-первых, а во-вторых, у них выживаемость от этого больше, и урона у них от этого больше. То есть, когда будешь совершать базовую атаку, есть шанс 16% для них получить 35 ярости. То есть, чем больше и быстрее собирается ярость, тем быстрее вудер использует свои умения, и тем быстрее будет его щит активироваться. То есть, в основном на щит. Все сделано на то, чтобы у тебя было больше щитов. Когда развернутые войска контратакуют, есть вот я поставил на вудера боевой гимн. Есть шанс, то есть когда этот отряд бьют, а его будут бить очень много, если будешь хорошо отыгрывать от твоего защитного вот этого отряда, то его будут все бить. То есть 85% шанс нанести цели урон. Урон неплохой, средний. Даже вот такого умения, который 3 всего лишь прокачано. И восстанавливает 39 ярость. То есть тоже еще ярость будет восстанавливать, знаешь, быстрее будет работать щит. И огненная ярость, то есть когда развернутые войска получают базовую атаку, а отряд будет бить постоянно, есть шанс тоже наложить эффект горения на цель, который наносит непрерывный урон. Если цель горит, урон увеличивается. Вот такое вот умение.
Это первый твой отряд. Он всегда должен быть первый в бою, идти первый в бой, чтобы его все били. Второй отряд я тебе сделал атакующий. Это будет у тебя Грегори. И это будет у тебя Сесиль. Я противоречиво отношусь к Сесиль, потому что ее второе умение очень снижает защиту. Хорошо. Ну, обыграем так, что это будет твой атакующий отряд, а значит, чем больше атака, тем больше он будет наносить. Поэтому как бы им не лови атаки в лоб. Сначала Вудер Алерт, потом этот отряд. Итак, Грегори. Его первое умение. Обязательно прокачаешь первые два умения вот до 10. Как и у Сесиль, в принципе, тебе тоже надо прокачать первые умения до 10. И прокачать ее на все звезды, чтобы у нее открылось ее пробуждение. У нее вроде одна звезда тебе осталось ей прокачать. Итак, давай начнем с Грегори. Его первое умение на 10. Оно увеличивает урон от базовой атаки до 4 союзных войск. То есть твои войска будут получать бонус, если находятся рядом. То есть и Вудер Алерт, и еще отряд. Все, кто будет в зоне действия этого умения, получат увеличение урона от базовых атак. Ну, 4 союзных войск. В круговом диапазоне на 45% на 5 секунд. То есть они будут 5 секунд, каждую секунду бить больше на 45%. Также имеет шанс 100%, то есть у него 100% шанс вызвать у цели кровотечение. То есть это непрерывный урон, который будет наносить 300 единиц в течение 2 секунд. Когда появится пробуждение, да, пробуждение, конечно, говорить рано еще, потому что тебе нужно прокачать звезды ему. Тебе его надо будет скупать в таверне меда. Сейчас, где у тебя таверна меда? Вот она. Вот здесь у иностранного ты должен будешь купать осколки Грегори. Ну, это, конечно, не сейчас. Тебе сначала в первую очередь фиолетовых надо дособирать уже. Вудера. И Сесиль. Когда ты их соберешь, тогда уже будешь полностью выбивать именно Грегори. Так. Давай Грегори. Грегори это пехотинец. Давай перейдем к его второму. Второе умение, конечно, у него слабенькое, которое просто исцеляет отряд твой, ну, выживаемость. Но напряжение чего урон от активного умения от цели уменьшается. Просто второй отряд на выживаемость. Это второе, точнее, умение на выживаемость. Чтобы отряд дольше жил. Так, и Сесиль. Сесиль, ее первое умение наносит много урона, увеличивает получаемый урон от автоатак. Автоатаки это та же базовая атака, которая увеличивает и Грегори. То есть они друг с другом очень сопоставимы и будут каждый увеличивать твоему отряду вот на эти проценты. Когда Сесиль будет пробуждена, тогда будет урон 1250 практически так же, как у золотых, даже больше, чем у некоторых золотых. То есть она бьет очень много, но ее минусы в ее втором таланте, втором умении. И увеличивает ей урон от автоатак на 30%. 30% это тоже очень много на 3 секунды. И вот из-за чего я особо недолюбливаю ее. Она увеличивает атаку на 20%, да, и снижает защиту на 8%. Чем больше ты будешь прокачивать, тем больше будет атака и снижение защиты. Вообще в игре считается, что чем больше выживаемость и защита, тем лучше. То есть показатель атаки, он второстепенный. То есть первое идет это здоровье, потом защита, потом уже атака. Ну, как говорится, выбираем из того, что есть. Это будет атакующий отряд. Я ему сделал все на увеличение базовых атак, а базовая атака как раз таки зависит от общей атаки. Чем больше общая атака, тем больше и базовая. По талантам тут можешь прочитать, что увеличивает основной атакующий урон тоже базовая атака на 20%. Второе, третье и
Второе, четвертое, пятое — это базовые таланты для фиолетовых. Они всегда отдают сколько? 4,5% защиты, здоровья и атаки. Когда развернутые войска используют активный навык, то есть когда ты используешь активный навык, есть шанс за 50% нанести прямой урон. То есть каждый раз, когда наносится прямой урон, то есть активное умение, то есть 50% шанс нанести вот 750 единиц урона, что тоже очень хорошо. И последнее, это когда ваш отряд сбора. Ты не смотри на сборы, это не имеется в виду именно ралли, это имеется в виду твой отряд, просто такой вот перевод. Наносит основной атаки, то есть когда твой отряд наносит основные атаки, есть 15% шанс нанести еще дополнительный урон. Ну, урон будет повышен, чем больше там, как только талант будет 5 из 5. Так, у Грегори. Таланты. Его талант это увеличивает основной атакующий урон тоже на 30%, ну, как и Сесиль, в принципе. Это у него базовое, оно будет всегда 10%, его третий талант. Когда развернутые войска используют базовую атаку, то есть каждую секунду, есть шанс 20% нанести прямой урон, то есть прямую единицу урона 190, будет больше, когда будешь прокачивать по цели. Урон имеет шанс также вызвать замедление цели на 10%. Замедление цели есть герой, он появится на КВК, Бьорн. И как бы его потом можно будет как-то... Он будет хорошо стоять вместе с Бьорном, то есть они будут сопоставимы друг с другом. Ну и последнее, это когда развернутые войска используют активный навык, то есть когда ты используешь активный навык, есть шанс 40% нанести прямой урон. Урон 420, будет больше. Сам понимаешь. Ну, то есть каждый раз, когда будет вот это активироваться, есть шанс, что он нанесет еще и урон. Итак, с этим закончили. По его снаряжению. Я также тебе кузница в избранном оставил именно на пехоту. Сейчас могу фильтр сделать, чтобы мы посмотрели только пехоту. Вот, на пехоту. Вот. Отравленный доспех. Он будет увеличивать атаку пехоты на 13,25%, а также здоровье пехоты на 4,25%. Это лучший доспех, который есть именно в игре для пехоты на данный момент. Может появиться что-то лучше, но пока нет. Также топор ярости, очень хорошее умение на пехоту, дает и атаку 13,25, и защиты пехоты 2,2075 точнее. Уже, видишь, много урона будет. Плюс еще Сесиль. Так что прям целенаправленно атакующий, наносящий много урона отряд. Монолитный шлем. Ну, он, конечно, послабее. Здесь только здоровье пехоты будет 5% и скорость марша. Ну, увеличение ПВЕ урона — это увеличение урона по нефлунгам, по вот этим всем неживым противникам. Так, и сапоги крипты, которые будут увеличивать атаку пехоты на 13,25. Это снаряжение должно стоять и на Грегори, и на Сесиль. Теперь давай по умениям. Я тебе поставил здесь умение именно атакующего типа в основном. Давай. Первое — это решимость Тора, которая каждые 9 секунд увеличивает урон от базовой атаки. Чем больше прокачан будет, тем больше будет базовой атаки. И так как бы и Сесиль базовую атаку повышает, и Грегори повышает базовую атаку, еще и это умение будет повышать, так твой урон вообще взлетит каждую секунду. Второе умение — это проклятие Геры. Оно здесь, конечно, это умение универсальное, его можно поставить на всех, но я в гайдах написал именно по умениям, где, конечно, он будет стоять лучше всего, но у тебя лучников нету, так что он стоит здесь в атакующем. То есть каждые 9 секунд накладывает на цель эффект горения,
а ты знаешь, что у тебя есть у Вудера и Лерда умение Огненная Ярость, которое тоже, если цель горит, будет дополнительно урон давать свой. То есть они друг с другом тоже будут контактировать, будут друг с другом активно содействовать. На 2 секунды будет давать. Также есть 25% шанс снизить защиту цели. То есть цель будет снижение защиты на 2 секунды. То есть бить будут сильно. Давай перейдем к Сесиль. По Сесиль. Ей поставил огненную детонацию. Это тоже каждые 9 секунд наносит прямой урон. Если цель горит, наносит еще прямой урон дополнительно. То есть он нанес 180 и еще 180 нанесет, если цель горит. Они, в принципе, срабатывают одинаково. Но если поставить Грегори, я думаю, что первое его умение сработает. То есть проклятие Гиры. И следом за ним огненная детонация. То есть урон будет двойной. И тоже снижает защиту цели на вот этот процент. Я думаю, они складируются, так что урона будет много. Дальше. Дикая индульгенция. Талант поставил, он чисто атакующий. Он только делает, что снимает все отрицательные эффекты с ваших войск. То есть замедление, уменьшение урона, вот это все снимает. И наносит прямой урон цели. Урон пока что, если сравнивать с базовыми, с единицами, то он нормальный. Выше среднего, так сказать. Ну а если прокачать его на максимум, то урон как бы один из самых больших будет. Каждые 10 секунд будет наноситься. И, конечно же, его таланты. Ставим, раз это атакующая у тебя группа, то мы ставим атаку пехоты, потому что это только пехота будет, Грегори и Сесиль. Общую атаку. Защиту не ставим. Ставим выживаемость. То есть, когда ты прокачаешь везде здесь атаку войск, атака пехоты, выживаемость войск, тогда, если останутся очки, то можно их влить, так сказать, вложить и в защиту пехоты. Ну а пока только выживаемость пехоты и атака пехоты. И общая атака, общая выживаемость. Чтобы наносить максимальный урон. Сам по себе отряд будет, если ты выйдешь 1 на 1, то, конечно, он будет слабоват. По зверям я еще вернусь. Сейчас я тебе третий отряд твой расскажу. Третий отряд, который я тебе составил, он будет поддержкой. Это будет Иветта и Айвар. Это тоже пикинеры. То есть на них такое же снаряжение нужно, как и на Лерда и Вудера. Это будет очень сложно сделать, так что как-то комбинируй так, чтобы у каждого было хотя бы серое снаряжение. Также надо прокачать на максимум первые 2 умения. Если собираешься ее прокачивать на все звезды, то и вот это откроется. То есть она будет исцелять легкораненых солдат на 1250 единиц. Это очень много, до 5 союзных войск. Поэтому это отряд поддержки, потому что он будет вступать вместе с атакующим отрядом и попутно вокруг твои отряды исцелять. Каждый раз, когда у него будет ярость. В круговом диапазоне и увеличивает урон от контратаки развернутых отрядов на 30 секунд. Это, конечно, будет работать только на ее отряд. Так, а также второе ее умение. Существует 20% шанс каждую секунду излечить легкораненых солдат. Это тоже будет только на твой отряд. Именно на Иветта Айвар. Иветту надо ставить первую, потому что есть 20% шанс увеличить урон активного умения второстепенного командира развернутого отряда на вот этот процент. То есть, если она стоит первая, она бьет первая. То есть, ее сначала активное умение, потом активное умение второго твоего героя. Если у нее сработает вот это вот второе ее умение, то Айвар нанесет
больше урона своим активным умением. Перейдем к Айвору. Он у тебя тоже не пробужден, только из-за того, что ты не прокачал первые 2 умения на 10. Оно будет наносить средненький урон на десятки 600, но после пробуждения до 800 подымется. И также будет наносить в пределах дуги 3 целям и увеличивать атаку войск на 12%. Ну, войск имеется в виду не всех вокруг, а только твоему отряду. Вот этот второе его умение, кстати, срабатывает тоже очень часто. Я его замечаю, что он может и 6 раз сразу сработать. То есть, когда развернутые войска выполняют базовую атаку, есть 20% шанс нанести цели единицу урона. Урон маленький, но срабатывает часто. Обычно наносит много урона. Если есть положительные эффекты, наносимый урон будет увеличен. То есть, если будут здесь какие-то положительные эффекты в виде там увеличения скорости, увеличения атаки, что делает его первое умение, увеличивает атаку войск, то это будет считаться как положительный эффект и будет увеличена атака. По умениям. По снаряжению я сказал, что это будет пикинеры. Также на них будешь пикинеров ставить. По умениям я им поставил яростный кровосос. То есть, когда развернутые войска используют активное умение, если цель горит. А у тебя есть те, кто накладывает умения, это и Вудер и Лерт своим огненная ярость, и Грегори и Сесиль, которая проклятие Геры накладывает тоже горение. То есть, если цель горит, то исцеляет ваши войска раненые. Ну, то есть, исцеление будет проходить. И если цель не горит, то будет как бы ярость добавлять. Тоже ярость это хорошо. Чем больше ярости на этом отряде, тем больше будет лечить отряд вокруг войска с помощью Иветы. Второе умение. Глушитель. Когда развернутые войска получают базовую атаку, то есть когда вы получаете базовую атаку, есть шанс 15% нанести прямой урон цели и наложить эффект молчания. Это хорошее умение, но оно подходит, конечно, к Иванне, которую я тебе советую обязательно купить и прокачать. Данное умение будет запрещать использовать активные умения, то есть вот эти первые героям вражеским, на 3 секунды. Это подойдет больше для Иванны, но у тебя ее пока что еще нет. Так что я пока поставил сюда из того, что есть. Так, второе. Давай перейдем к Ивете. Ей я поставил шанс разворота, то есть когда развернутые войска получают исцеление, есть 20% шанс нанести прямой урон цели. И восстановить ярость. Тоже ярость восстанавливает, также урон наносит, и это при исцелении. А исцеляет и у Айвора умение его, ярость кровососа, если цель горит. И второе умение Иветы, и первое умение у Иветы, что будет очень полезно. Также поставил кровавая ярость. Когда у развернутых войск меньше 78% единиц, имеется в виду здоровье, то есть когда у развернутых войск меньше 78% единиц здоровья, то есть шанс 20% каждую секунду нанести прямой урон один раз. Тоже, если будет атаковать отряд, если снизится до 70%, будет наноситься урон. Так, по талантам. Тут, конечно, это больше как поддержка, так что здесь больше на защиту пикинеров и выживаемость пикинеров ставишь. Можешь поставить и атаку, но как бы больше, конечно, упор делай на защиту пикинеров и здоровье. По этому вроде бы все рассказал. Какой отряд тебе желательно потом еще сделать? Это тоже пикинеры. Ну, можно, конечно, потом, когда ты его сделаешь, по-другому собрать все отряды. Но Сигурд и Иванна будут очень хороши друг с другом. Это будет отряд поддержки, который будет у врага все ломать, запрещать. То есть и активные умения использовать, и контратаку
запрещать использовать, все будет запрещать использовать. У тебя сейчас поддержка чисто на исцеление. Итак, то еще будем. Вроде бы я тебе все сказал. Так, насчет Иванны ты говорил, что ты покупал ее. Я ее не увидел. И она покупается в таверне. В законе джунглей. Вот она. Очки ты набираешь в законе джунглей. Ты их не тратишь ни на что. Тебе нельзя тратить эти очки на ресурсы. На фиолетовых. Чисто на нее. Это очень хороший герой. Надо обязательно закон джунглей вот здесь вперед проходить и забирать желательно по максимуму. Не ежедневные, а вот здесь. Все забираешь по максимуму и скупаешь только Иванну. Ресурсы, они не нужны. Ресурсы ты можешь насобирать и на карте, и можешь и насобирать и со своих ферм, и сжечь. Как бы это нерациональная трата. Обязательно только героя. Ну и по зверям. Лэрд и Вудер. Им желательно поставить увеличение защиты грузчиков. Грузчики и уменьшение умения сотрудничества. Это все убираешь. Тебе надо поставить сюда что-то. Сейчас я тебя поставлю. Найду. Так. Увеличение атаки лучники. Нет. Тебе нужно на защиту ставить. То есть Вудер ты будешь искать на него ездовых питомцев на защиту пикинеров или здоровье пикинеров. Или общая защита войск, общая выживаемость войск, то есть УЗ. Также и на Вудера такое же поставишь. То есть УЗ грузчиков и все остальное грузчиков ты вот эти все разбирай. Я отдельный гайд сделаю по ездовым питомцам, но сюда на этих героев нужно именно защита и здоровье пикинеров. На Грегори и Сесиль. Это атакующие, им обязательно нужна атака пехоты. Ну, если нет атаки пехоты, то на крайний случай уже и защиту или выживаемость. Конечно, лучше сначала выживаемость. Также подойдет общая атака, общая выживаемость, общая защита. На третий отряд тут тебе нужно поставить тоже. Можешь и на атаку поставить, можешь защита, можешь здоровье. Это более у тебя как поддержка отряд. Ну, я думаю, что можно поэкспериментировать. Сделать один на атаку, один на защиту. Вот так по ездовым питомцам. Как я тебе сказал уже, что какие у тебя планы должны быть дальше, это прокачать фиолетовых, сделать их пробужденными. Ну а потом мы пишемся с тобою и договоримся дальше, как что качать. На этом гайд, я думаю, подойдет к концу. Всем пока.